Okay, so we go to the first example. Переходим к следующему, к нашему первому примеру. This is a question asked by a woman. Вопрос задан женщиной. About a relationship she has been having for a long time. Об отношениях, о продолжительных отношениях, в которых она находилась уже длительное время. And there are a bit of a problem in it, and she asked, will it continue? У нее в отношениях были какие-то проблемы, и она спросила, продолжатся ли эти отношения. Now, this relationship of her is with a married man. Отношения у нее были с женатым человеком. So that means that we will also have a planet in a chart which represents the wife of the man. Это говорит о том, что у нас в карте также будет присутствовать жена этого человека. Okay, so there are three parties here involved. И таким образом у нас задействованы три стороны. Now, so we just apply our scheme. А теперь мы воспользуемся нашей схемой. Now, the ruler of the first house is Mars. Владыка первого дома Марс. And the ruler of the seventh house is Venus. Владыка седьмого дома Венера. Please note, this means that Venus is the symbol, is the significator for the man. Обратите внимание, что в данной карте сигнификатором мужчины является Венера. Because he is the ruler of the seventh house. Потому что она управляет знаком седьмого дома. And then we have the other significator, the emotional significator of the woman is the moon. У нас есть эмоциональный сигнификатор женщины, Луна. And then the sun is the significator of the man more in a sexual role. И Солнце сигнифицирует мужчину в его сексуальной роли. So these are the significators of the two people having the relationship. И эти планеты являются сигнификаторами двоих людей, которые находятся в отношениях. Now, who is the wife of the man? Какая планета сигнифицирует жену? In most cases, this will be Saturn. В большинстве случаев это будет Сатурн. But because the third party, in a way, is a limitation on the relationship going on. Потому что это планета, которая создает ограничения для отношений, для существующих отношений. Okay, so now we have identified the significators. Итак, мы определили сигнификаторов. Now we have to analyze the receptions. Теперь нам нужно проанализировать рецепции. And very important, also check if these receptions are going to change. А также нам очень важно посмотреть, собираются ли эти рецепции измениться. Now, Mars is the woman. Марс – женщины. The lord of the first house. Владыка первого дома. And she loves Venus. И она любит Венеру. Which is the man. Мужчину. That's very good. И это хорошо. But the moon is in Scorpio. So this is the emotional focus. Ее эмоциональной составляющей является Луна в Скорпионе. Now, she feels very bad because it's in the 12th house. И эта Луна чувствует себя очень плохо в 12-м доме.
actually she feels depressed and miserable. Она чувствует себя, она в депрессии и чувствует себя несчастной. And she loves Mars, that's herself. И она любит Марса, это, то есть себя. Now we can say she's too miserable to really love someone. Она слишком несчастна для того, чтобы кого-либо любить. Okay, so we do not Venus have as her significator because Venus is the ruler of the seventh house, so that's the man. Мы не используем в данном случае Венеру как ее сигнификатора, ее сексуальной составляющей, потому что Венера уже является сигнификатором мужчины. Now, we look to Venus, the ruler of the seventh house. What does he love? А теперь посмотрим на Венеру, которая является владыкой седьмого дома. Что он любит? He loves Mars. Он любит Марс. And Mars is the woman. И это клиент, это женщина. Now we see a mutual reception between the partners. That's very good. Так что у нас есть положительная рецепция, сильная положительная рецепция между партнерами. But the moon is not very good. So we have a good part and we have a bad part. А Луна находится в плохом состоянии, поэтому у нас в данном случае есть какие-то хорошие указания и плохие. Хорошая сторона и плохая сторона. Now the significator of his more sexual role is on the cusp of the eighth house. А Солнце, сигнифицирующее мужчину с его сексуальной стороны, находится на куспиде восьмого дома. Now the sun loves Mercury very much. Солнце в Близнецах любит Меркурий очень сильно. And Mercury is very present in the seventh house, so it's important. И Меркурий находится в седьмом доме, то есть это что-то очень важное. Now, the second house from the seventh could be money, but in this case, it's more his self-worth feeling. Восьмой дом, как второй дом от седьмого, может указывать на деньги. So Но this в affair, данном случае скорее это его чувство собственного достоинства. so this affair makes him feel good. То есть это их отношения, они благодаря их отношениям они помогают ему чувствовать себя хорошо. But this side is more focused on himself, not on her. И с этой стороны, его сексуальная сторона, он больше сфокусирован на самом себе, а не на женщине. This is not ideal, of course, but it does not have to be ideal to make a relationship work. Это не идеально, но для того, чтобы отношения работали, все совершенно не должно быть идеально. But you can see all the layers of the relationship, and you also see where the weak points are. Таким образом, мы можем посмотреть на все уровни, все составляющие отношений и проследить, на каком из них мы видим проблему. Now, how about his wife? А что касается жены, партнера? That's Saturn. Сатурн. Shown by that she is up there in the chart, emphasized by the chart. Планета, поскольку находится на самом верху, Сатурн, она явно подчеркивается в карте. We can see that there is no good relationship between the partners. Мы видим, что между партнерами отсутствуют хорошие отношения. Because Venus is in a sign where Saturn has its fall. Потому что Венера находится в знаке падения Сатурна. And Venus is the man.
А Венера – это главный сигнификатор мужчины. It means that he hates her. Это означает, что он ее ненавидит. And she is Saturn in Virgo. А она Сатурн в Деве, Where Venus has her fall. где Венера находится в падении. So a mutual negative reception between the partners. То есть муж и жена находятся во взаимной негативной рецепции. So you see here, that's not a very good situation for them. Так что, как мы видим, ситуация для мужа и жены здесь не очень хорошая. Okay, so that's the analysis of the situation, but how is it going to change? Это ситуация. Каким образом она будет меняться? To see that you move the planets forward, to see if there's going to be a change. Для этого мы подвинем планеты вперед и посмотрим, будут ли какие-то изменения. Now, the change we're seeing coming up is Venus changing sign. Мы видим, что Венера вот-вот сменит свой знак. And Venus is the man. Венера представляет мужчину. So, changing sign is a major change in receptions. Смена знака, она влечет за собой очень большую перемену в рецепциях. And now, Venus in Aries loves Mars. Прямо сейчас Венера в Овне любит Марс. But when it has gone over to Taurus, it hates Mars. Но как только она перейдет в знак Тельца, она будет ненавидеть Марс. Because Mars has its detriment in Taurus. Потому что Марс там в изгнании. So that's quite a change. Это очень большая перемена. But if it's in Taurus, it exalts the moon. Но в Тельце Телец знак экзальтации Луны. So exaltation is like being in love. He will be in love with the moon. И поэтому, если экзальтация, она говорит о влюбленности, он будет влюблен в Луну. And the moon is the emotional side of the woman. А Луна является эмоциональной частью, эмоциональной составляющей эквивалента. So we see a change. We see some things getting worse, but other things getting better. Таким образом, мы видим, что что-то ухудшается, а что-то улучшается. So that means it's going to continue. Это говорит о том, что отношения продолжатся. You see, if the moon enters Taurus, it will very soon conjunct Mars. If Venus enters Taurus, it will very soon conjunct Mars. После того, как Венера перейдет в знак Тельца, она очень вскоре после этого она войдет в соединение с Марсом. These are the partners coming together. То есть партнеры соединяются. So things will change, and you can say what will change, but this relationship will go on. Поэтому мы видим, что произойдут какие-то изменения, но отношения продолжатся. And indeed, that was the case. It has been going on for years. И это так и произошло. Эти отношения продолжались еще много лет. Okay, can go to the next question. So this is 2 years later. 2 годами позже. And it's the same client. Тот же самый клиент. She has met another man. Она встретила другого мужчину. Now she is still having this affair.
У нее все еще продолжались отношения с... but she has met this other man. Но она встретила кого-то еще. And he's very charming and exciting. Say it again. And he is very charming and exciting. И он очень обворожительный. So, is it a good idea to switch? И она задала вопрос, правильно ли будет переключиться на другого мужчину, To сменить stay with the man мужчину. she has or go for the new man? И вопрос был, остаться ли ей с ее партнером, с которым она сейчас, или начать новые отношения. Now, the question is basically about this new man. Так что вообще этот вопрос касается нового мужчины, которого она встретила. This new man is represented by the seventh house. Ее новый мужчина, которого она встретила, его представляет 7-й дом. So it's Mars. Это Марс. You see, Mars is emphasized by the chart by being on the MC. Карта подчеркивает Марс, потому что он находится на МЦ. So, his masculine or sexual significator is the sun. This is also the new man. Его сигнификатор мужчины, его сексуальный сигнификатор, его сексуальная составляющая – это Солнце. And she is, of course, represented by the first house. Женщина представлена 1-м домом. And that's Venus. И это Венера. And then we have the moon, which is the emotional significator. Луна является ее эмоциональным сигнификатором. This is the emotional significator of the quadrant. Эмоциональным сигнификатором квирента. Okay, and so we have the significators of the two persons about the question about whom the question is asked. Таким образом, у нас есть сигнификаторы двоих человек, которые являются основными участниками вопроса. But there's again a third party involved. Но опять-таки здесь есть еще 3-я сторона. And the chart very much emphasizes this planet, which is Saturn. И карта очень сильно подчеркивает эту сторону. Это Сатурн. Saturn is on the ascendant, so the chart is saying this is important. Поскольку Сатурн находится прямо на асценденте, карта говорит нам, что эта планета очень важная. So Saturn is again the man she already has. Сатурн представляет ее текущего партнера, того, с кем она сейчас. Now, the first thing we do is check the reception with the new man. Первым делом мы посмотрим на рецепции с новым мужчиной, которого она только что встретила. Now, look at the moon. It loves Mars. This is the new man. Посмотрите на Луну. Луна любит Марс. Это новый мужчина. It loves Mars because it's in Scorpio. Она любит этого Марса, потому что Луна находится в Скорпионе. And then Mars loves the moon, which is the woman. Yes, he's very much interested. Марс любит Луну. То есть, да, она его очень интересует. And we can also see what he specifically is interested in this lunar emotional side. И мы можем сказать, что его интересует больше всего в этих отношениях, это ее эмоциональная сторона. If we look at the sun, his more masculine sexual side, если мы посмотрим на Солнце, в большей степени на его мужскую природу, we see that Venus, the ruler of the first house, the woman asking, is combust. Мы видим, что Венера, управитель 1-го дома, которая женщина,
So as it were totally сожжена. overbeamed by the sun. То есть она полностью ошеломлена, находится в его власти вот этого его сексуальной энергии. She's overwhelmed by his charm. Он полностью обворожил ее. But this will not last because Venus is moving out of combustion. Но это не будет продолжаться, потому что Венера выходит из сожжения. So this is only a temporary thing. И так что это очень временное состояние. And we see that the sun is in Virgo. И мы видим, что Солнце находится в Деве, Where Venus has its fall. в которой Венера в падении. It means that the sun does not like Venus. А это говорит о том, что Солнце не любит Венеру, And Venus is the woman. которая представляет женщину. Now, this is a negative reception. This is absolutely not good for a possible relationship. Это отрицательная рецепция, которая совершенно плоха для отношений. So we have a negative side and we have a positive side between the moon and Mars. Таким образом, у нас между Луной и Марсом таким образом, у нас есть хорошая сторона и плохая сторона между Луной и Марсом. Okay, but Mars and the moon are both in a very bad condition. Но и Марс, и Луна находятся в очень плохом состоянии, эссенциально. Both are in fall. Они оба в падении. So as it were, they are looking for support from the other person. То есть они ищут поддержки друг у друга. And he very strongly. He only wants her side of the moon. И Марсу его интересует только лунная сторона, то есть эмоциональная сторона женщины. Because he's placed in Cancer and he loves the moon. Потому что Марс находится в знаке Рака, обители Луны, и поэтому он любит Луну. Okay, and so how is the relationship with the man she already has? Какие отношения с ее имеющимся партнером? This is Saturn in its exaltation. Сатурн находится в экзальтации. And Saturn is in her house. He loves her very much. И он находится в доме женщины, то есть он ее очень сильно любит. And Saturn is in a good condition. He's not seeking her support. He just loves her. И Сатурн в хорошем состоянии, поэтому он не ищет ее поддержки, он ее просто любит. Okay, so we've made this analysis, and we as astrologer don't take decisions. Мы проанализировали ситуацию, но как астрологи мы не принимаем решений. So what you do with a client, you've made your analysis. Так что по отношению к клиенту мы анализируем имеющуюся ситуацию. And then you just give this analysis to the client, you pass it to the client, and the client will decide on the basis of that information. А дальше мы передаем эту информацию, результаты анализа клиенту, для того, чтобы клиент сам решал, что ему или ей нужно делать. So doing astrology is not coaching, but it's giving information. Таким образом, астролог не является каким-то тьютором или ментором, а просто дает информацию. So when I told the client about the differences in the feelings from both the man and their conditions, she decided to stay with the man she had. Поэтому, когда я сказал клиенту, объяснил ситуацию клиенту, она решила остаться с партнером, который у нее был.
And I think it was a good decision because you see, Mars wants very much the moon. И это было хорошим решением, потому что Марс желает Луну. So he wants to be emotional cared for. Поэтому он хочет, чтобы о нем эмоционально заботились. But she can't give it because this moon is in a very bad state. А женщины не способны это делать, потому что эта Луна находится в очень плохом состоянии. In its fall in Scorpio. В падении в Скорпионе. And actually it was so, she was at that moment in a very depressed state. В тот момент она находилась в очень глубокой депрессии.